подождите, подождите. А вы знали, что Чингук из BTS упал во время живого концерта в Токио Доум в Японии? Тэхён был в сильной панике, и именно он первым проявил наибольшее беспокойство. Они, очень романтичная пара, и AR закричали, когда это случилось. Песня продолжалась, и Тэхён немедленно обнял своего партнера, чтобы помочь ему подняться. Этот инцидент мгновенно заставил японских AR поверить, что любовь Тэхёна и Чингука настоящая, а не что-то постановочное или фальшивое. Другие участники BTS, такие как Чимин, также подбадривали Чингука, но держались на некотором расстоянии, потому что Тэхён пристально охранял его, чтобы никто не мешал. Тэхён казался немного ревнивым каждый раз, когда кто-то пытался подойти близко к его партнеру. Досмотрите это видео до конца и не пропустите подробности. Прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы готовы проникнуться этими моментами. Добро пожаловать в K-pop Chemistry. Прожекторы Токио Доум мерцали, отражая величие сцены, пока Тэхён и Чингук из BTS исполняли свою новую песню под названием «Body to Body». Атмосфера на стадионе была невероятно наэлектризованной, тысячи AR размахивали лайтстиками в идеальном ритме. Посреди резкой и энергичной хореографии Чингук выглядел очень воодушевленным, отдавая все силы выступлению перед тысячами глаз. Однако в середине быстрого перехода, требовавшего идеального баланса, произошел неожиданный инцидент, от которого сердце у всех присутствующих, казалось, замерли на мгновение. Пол сцены, ставший скользким из-за спецэффектов, подвел Чингука, его нога соскользнула, он потерял равновесие и довольно сильно упал на пол. Звук удара его тела о деревянную сцену, возможно, не был слышен из-за громкой музыки, но визуально это было заметно каждому. Мгновенные истерические крики AR разнеслись по всему Токио Доум, создавая волны паники, которые быстро распространились от первых рядов до самых верхних трибун. Тысячи людей почувствовали тревогу, видя, как Макне упал в самый разгар песни, когда энергия была на пике. Тэхён, находившийся недалеко от Чингука, отреагировал первым и спонтанно, его выражение лица резко изменилось. В тот момент, когда он увидел падение Чингука, его танцевальные движения на мгновение прекратились из-за паники, которую он не смог скрыть от камер. Глаза Тэхёна расширились, излучая искренний страх за то, что с его любимым младшим участником могло случиться что-то плохое. В тот миг мир для Тэхёна словно замедлился. Он хотел немедленно подбежать к нему, но требования профессионализма на сцене удерживали его в удушающей дилемме. Беспокойство Тэхёна не было игрой на камеру, это было отражение искренней заботы и связи, которую они строили долгие годы. На протяжении всех оставшихся строк песни взгляд Тэхёна ни на секунду не покидал Чингука, проверяя, может ли тот по-прежнему двигаться и нормально дышать. Хотя он продолжал выполнять хореографию, каждый шаг Тэхёна, казалось, был направлен на то, чтобы оставаться рядом с Чингуком, словно он хотел стать живым щитом, если его партнер снова потеряет равновесие. Эта сильная забота заставила фанатов осознать, насколько глубока привязанность Тэхёна к Чингуку на самом деле. Сам Чингук оставался неподвижным на полу сцены в течение нескольких секунд, пытаясь осознать боль, разливающуюся по лодыжке. Его лицо на мгновение исказилось гримасой боли, указывая на то, что удар был нелегким и привел к реальной физической травме. Но, несмотря на боль, внутренний боец в нем отказался сдаваться в середине такого важного выступления. Он на мгновение выровнял дыхание, собираясь силами под пульсирующий ритм «Body to Body», который продолжал громко звучать без пауз. С поразительной решимостью Чингук медленно поднялся, хотя его опора была уже не такой крепкой из-за растяжения. Он на мгновение придержал лодыжку, чтобы убедиться, что сможет стоять прямо, прежде чем вернуться в танцевальную формацию. Хотя его шаги выглядели слегка неуверенными и не такими быстрыми, как обычно, Чингук старался скрыть боль за харизматичным выражением лица. Профессионализм, который он проявил, был поистине на высшем уровне, заставляя каждого зрителя чувствовать одновременно восхищение и трепет. Песня продолжалась без пауз, и Чингук сохранял стабильный вокал, как будто с ним не произошло ничего серьезного. Каждое танцевальное движение выполнялось максимально качественно, несмотря на то, что ему приходилось переносить вес тела на травмированную ногу. Он не хотел портить драгоценный момент с AR из-за несчастного случая на сцене. Его внимание оставалось сосредоточенным на выступлении и смысле песни, что демонстрировало зрелость айдола мирового уровня с высоким чувством ответственности. Видя, что Чингук снова стоит и танцует, паника AR медленно сменилась ошеломляющей поддержкой, выраженной в криках, которые были громче прежнего. Имя Чингука эхом отдавалось в каждом уголке Токио Доум, словно давая ему дополнительную энергию, чтобы завершить выступление. Хотя фанаты продолжали волноваться, они глубоко оценили решимость Чингука не разочаровывать аудиторию.
Атмосфера внутри купола стала крайне эмоциональной, смешивая в себе тревогу, восхищение и гордость в одно мощное чувство. Тэхён, видя, что Чингук снова на ногах, стал выглядеть чуть спокойнее, хотя его глаза оставались влажными, так как он сдерживал переполнявшие его эмоции. Время от времени он посылал сигналы взглядом, безмолвно спрашивая, все ли в порядке, на что Чингук отвечал коротким кивком. Это тихое взаимодействие стало весомым доказательством того, как они защищают друг друга под ослепляющим светом софитов. Тэхён оставался рядом с Чингуком до самого конца песни, готовый среагировать, если нога Чингука снова подогнется. Когда песня закончилась и свет на сцене ненадолго погас, Чингук заслужил высочайшее признание за свою необычайную преданность делу, несмотря на растяжение лодыжки. Инцидент в Tokyo Dome в ту ночь был не только о новой песне «Body to Body», но и о доказательстве профессионализма звезды и силы искреннего братства. Даже с болью в ноге дух Чингука, стремящегося радовать ARMY, никогда не колебался. А забота Тэхёна послужила напоминанием о том, что за грандиозностью сцены они – семья, которая глубоко заботится друг о друге. Когда наступил более спокойный фрагмент песни, свет на сцене приглушили, оставив драматичные синие силуэты по всему Tokyo Dome. В этот короткий момент Тэхён воспользовался возможностью слегка сместиться со своей позиции, чтобы подойти к Чингуку. Тихо, но твердо Тэхён коснулся руки Чингука и мягко сжал ее, физический жест, призванный передать силу и убедиться, что младший участник все еще может стоять самостоятельно. Это короткое прикосновение стало секретной формой общения посреди ревущего стадиона, показывая, что для Тэхёна безопасность Чингука в ту ночь значила больше, чем идеальная хореография. Сохраняя формацию, чтобы это выглядело естественно для публики, Тэхён наклонился ближе к уху Чингука, когда музыка немного замедлилась. Низким, но твердым голосом он прошептал слова поддержки: «Не перенапрягайся. Я здесь, если тебе понадобится опора». Короткая фраза, достаточно мощная, чтобы пробить стену боли, которую сдерживал Чингук. Услышав эти слова, Чингук ответил коротким кивком и искренней, слабой улыбкой, знак того, что поддержка Тэхёна ощущалась сильнее, чем боль в лодыжке. Это взаимодействие, длившееся всего секунды под тенями сценического света, стало доказательством того, как сильно они полагаются друг на друга даже в самых сложных ситуациях. Даже когда свет снова стал ярким и «Body to Body» вошла в энергичный припев, Тэхён продолжал позиционировать себя в пределах досягаемости Чингука. Каждый раз, когда хореография требовала от них пересечения путей, Тэхён обеспечивал сильный зрительный контакт, чтобы следить за состоянием Чингука. Он казался защитной тенью, готовой подхватить Чингука, если его походка снова станет неуверенной. Эта детальная и глубокая забота создала невидимое повествование для тех, кто внимательно наблюдал. На такой огромной сцене, как Tokyo Dome, забота и защита Тэхёна оставались самым надежным убежищем Чингука. За спокойным выражением лица, которое он пытался сохранить, Чингук на самом деле боролся с волнами боли, которые становились острее каждый раз, когда его нога касалась пола сцены. Чтобы боль не повлияла на качество вокала, ему приходилось применять высококонтролируемую технику диафрагмального дыхания, делая быстрые глубокие вдохи в каждой короткой паузе между строками. Его внимание было разделено между поддержанием равновесия и обеспечением стабильного потока воздуха к голосовым связкам, технически сложная борьба в далеко не идеальных физических условиях. Когда «Body to Body» дошла до секции с фирменными высокими нотами, Чингук напряг мышцы кора, чтобы перенести давление с травмированной ноги. Он использовал более сильную вокальную поддержку, чем обычно, чтобы голос не дрожал и не срывался из-за колющей боли в лодыжке. Каждая высокая нота исполнялась с поразительной точностью, скрывая тот факт, что внутри обуви ему приходилось сохранять осторожное положение стопы, чтобы боль не мешала резонансу его голоса в микрофоне. Эта ментальная стойкость продемонстрировала высокий уровень опыта и профессионализма, которым Чингук обладает как главный вокалист. Даже когда холодный пот смешивался с потом от интенсивной хореографии, ему удавалось сохранять чистый, мощный вокальный тон без единой ошибки. Казалось, он изолировал свою боль в одной части тела, в то время как его разум и голос продолжали свободно парить над Tokyo Dome, доказывая, что его преданность совершенству выступления была гораздо сильнее физической боли, которую он терпел. Оставляйте свои позитивные комментарии здесь. Лучший комментарий будет закреплен в знак уважения к их любви. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не претендует на подтвержденные факты.